Друзья, всем привет! Это две орхидеи, которые у нас участвуют в проекте по наращиванию корней. Это взрослые были орхидеи, которые магазин прислал нам на наращивание корневой системы этим взрослым орхидеям. И сегодня в этом видео я хочу вместе с вами проделать процедуры. Все предыдущие процедуры, которые мы делали именно с этими орхидеями, можно посмотреть в плейлисте, который называется «Взрослые орхидеи. Наращивание корней». Такой плейлист, я ссылочку оставлю в верхнем правом углу, и можно пройти посмотреть с самого первого видео все, что вот мы с ними делали. Сегодня я хочу дать свободу корням этих орхидей. Да, друзья, дать свободу. Хочу показать вам, что, значит, что у них происходит в настоящий момент. А в настоящий момент у них следующее. То есть после того, как мы стали ими заниматься, вот у этой орхидеи, видите, полез новый листочек. Вот он из точки роста. И если вы обратите внимание, то вот здесь вот листик прям разрывается в стороны вокруг цветоноса. Но не из-за цветоноса, это он еще раньше разорвал этот листик, а вот там лезут, по всей видимости, корешки с одной стороны и с другой стороны. И вот чтобы дать им свободу, чтобы быстрее орхидея пошла к наращиванию корней, нам нужно убрать вот этот вот листик для начала. А потом мы их простимулируем сукцинатом аммония. Полностью я их искупаю в сукцинате аммония. Итак, давайте уберем листик вот этот, который нам мешает. А я сейчас вот так вот, чтобы она не упала, срежу его. Он нам не нужен, хотя, конечно, он обладает достаточным количеством питательных веществ, которые бы могли пойти на рост этой орхидеи, но у этой орхидеи еще есть достаточно листьев, и нам нужно освободить корешки, чтобы они быстрее начали нарастать. И уже чтобы орхидея могла самостоятельно питаться. Так, есть один. Да, как я и говорил, здесь, видите, с одной стороны корешок, и сейчас мы раскроем и увидим второй. Да, вот он, второй корешок. Вот он. Он немножко чернотой покрыт, но эта чернота не страшная. Это от того, что эти корешки находились под листиком. Все, этой орхидеи мы освободили корешки. Уберу еще вот эти чешуйки. Они не нужны. Все. Так, это первое. И сейчас у второй посмотрим, что у нас, как дело обстоит со второй орхидеей. Здесь у нас корешок лезет, вот он, но его еще недостаточно, вот, одного. Поэтому я сейчас что сделаю? Удалю вот этот листик, чтобы освободить орхидеи вот здесь вот корневую вот эту шейку основания. Потом в дальнейшем, скорее всего, придется еще снять вот этот лист. Но пока мы его не будем снимать, мы снимем только вот этот листик. Так, вот так, чтобы... Так, у нас здесь есть из точки роста? Нет, здесь у нас пока ничего не растет.
Но я думаю, что в скором времени что-нибудь у нас оттуда появится. И было бы хорошо, чтобы это был листик. Так, снимаем один и снимаем второй, так, чтобы не отломить вот этот молоденький корешок. Так. Все нужно делать аккуратно. Вот так вот. Все. Здесь вот у нас вот почка. Но эта почка, скорее всего, либо Деткина, либо Цветоноса была. Но вполне возможно, из нее может выйти корень. Это мы увидим с вами в ближайшее время. Сниму остальные чешуйки. Вот. Все. Ну что. Теперь можно эти орхидеи обработать в растворе аммонийной соли, янтарной кислоты. Я беру для этого янтарин, янтарная кислота. И нашатырный спирт. У нас на канале очень много видео про то, как мы используем. Есть отдельный плейлист энергетический стимулятор для орхидей. Там все, друзья, подробно я показываю и рассказываю, как, в каких пропорциях, в каких ситуациях, как применять, как готовить и как хранить. Все это есть. Все. При смешивании в воде вот этих двух средств у нас получается Energizer, сукцинат аммония. И в этом полностью я замочу нашу орхидеечку и листьями. Вот так. И то же самое мы проделаем со второй орхидеей. То же самое. Поставлю пока сушиться. Вот так вот. Полностью. И основание. Все. Достаем. И отправляем ее обратно в исходное положение. И ждем роста корней. Продолжаем ждать роста корней. Все, друзья. Вот такие вот сегодня с орхидеями процедуры. Всем пока.